Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке покажу, как вязать вот такой вафельный красивый узор. Узор, знаете, идеально подойдет для пледа. Вот даже сочетание таких цветов, то есть связать такой плед, используя три. Ну, мне это мои любимые цвета, красивые, нежные, телесные. Вот, получится красивый плед. А еще даже получится очень красивая прихватка. Связать просто квадрат можно также, используя остатки пряжи. У меня вот этот образец связан из Yarnart Jeans. Это хлопок наполовину с акрилом. Приятная на ощупь. Кстати, для вязания пледа эти ниточки тоже идеально подойдут. Плед будет невесомым, в меру тепленьким, хорошо будет стираться. Итак, свяжем образец. Я сейчас вам покажу, как вязать такой узор. Опять же, использую пряжу Yarnart Jeans и крючок номер 2,5. Делаем узелок. Количество петель, которое нам необходимо набрать, должно делиться на 3. Я наберу небольшой образец. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Давайте, это будет 18 петель воздушных. Делаем накид. Раз, два, три. В четвертую петлю провязываем столбик с накидом. То есть первый ряд мы просто провязываем столбики с накидом. Первый столбик — это у нас наши воздушные петли. Раз, два, три. Потому что я в четвертую начала провязывать. Вяжем полностью весь первый ряд столбики с одним накидом. Вафельный узор этот наш, он состоит всего, в принципе, из 2 рядов. Вот мы вяжем пока установочный ряд и начнем далее вязать, скажем так, изнаночный ряд, потому что вот связали мы установочный ряд. Далее смотрите, как я перехожу и провязываю первый столбик с накидом. Я вытягиваю петлю и вот таким вот образом сразу в первую косичку провязывая первый столбик. По желанию, если у вас не получается, либо вы не хотите, вы можете просто провязывать 3 воздушные петли. Далее делаем накид и провязываем 2 рельефных столбика лицевых. Вот так вот захватывая столбик первого ряда. 1 и 2. Следующий столбик мы провязываем обычный. И чередуем, то есть как бы узор, раппорт состоит, то есть мы провязали 2 рельефных столбика лицевых. Раз, 2. И третий провязываем обычный столбик с накидом. Повторю, это мы вяжем изнаночный ряд. У нас узор состоит из 2 рядов изнаночных и лицевых. То есть вот этот первый у нас, он как установочный был, его мы не считаем. Далее опять же рельефный столбик с одним накидом, лицевой. Раз, 2. И обычный столбик. Два рельефных и обычный. Снова раз, 2, и остается последний столбик. Мы его провязываем обычным способом. Вот находим воздушную петлю, самую верхнюю, и провязали. Вот это мы провязали первый изнаночный ряд. Разворачиваем вязание, вытягиваем нашу петлю, чтобы провязать первый столбик.
сразу же под первую косичку. Раз и два. Так, и лицевые ряды как мы вяжем, смотрите. Мы провязываем 2 обычных столбика с одним накидом. Раз. 2 и 1 рельефный лицевой. Вот он здесь явно вырисовывается. Мы его провязываем лицевым. Далее. Раз. 2 обычных и 1 рельефный лицевой. Снова раз. 2 и 1 рельефный. Раз. 2 обычных. 1 рельефный лицевой. И в конце мы с вами провязываем просто 3 обычных столбика с одним накидом. Раз. 2. И третий. Вот здесь видно, где наша петля верхняя нашего столбика, который мы провязывали первым. Все, провязали. Вот, из 2 рядов состоит узор. Вот мы провязали 2 ряда, изнаночный, лицевой. Сейчас мы снова переходим на изнаночный ряд. Вытягиваем петлю, прокрутили и провязываем. Раз, два. И снова у нас изнаночные ряды. Мы провязываем 2 столбика рельефных лицевых и 1 обычный столбик. Раз, 2 и 1 обычный столбик. Довязываем до конца этот ряд. Итак, провязываем последнюю петлю изнаночного ряда и переходим на лицевой. Вытянули и провязали первый столбик. Далее лицевые ряды, как я вам и показывала, мы провязываем 2 столбика с одним накидом обычные и 1 столбик это рельефный лицевой. И сейчас вот, довязывая этот ряд, мы уже можем вводить новый цвет, чтобы гармонично смотрелись вот эти вафельные клеточки. То есть новый цвет вводится после провязывания лицевого ряда. Да, когда у нас полностью вот сформировались большие клеточки. Так, довязываем 2 обычных столбика. И рельефный лицевой столбик. И последний столбик провязываем обычным способом. Вот последняя петля. Так, и теперь по желанию, если мы хотим менять цвет, смотрите, как мы меняем цвет. Так, присоединили нить другого цвета. То основную можно будет обрезать и спрятать. Вытягиваем опять же. Провязываем первый столбик. Вот, и снова вяжем мы изнаночные ряды. То есть мы рельефно провязываем 2 первых столбика и третий у нас обычный. То есть если вы будете вязать несколько цветов, то начинаем новым цветом вязать изнаночные ряды, чтобы вот эти наши в полотне, вот эти, видите, наши вафельные квадратики, они выглядели, ну, вот так вот гармонично, скажем так.
новый цвет, начинаем с изнаночного ряда. Все, я много вязать не буду, сейчас покажу, просто перейдем на новый ряд. И все, вам связала небольшой образец. Так, 2 рельефных лицевых столбика, далее обычный столбик, все. Опять же вытягиваем первый столбик, переходим на лицевые ряды и провязываем 2 обычных столбика и 1 рельефный лицевой. Два обычных столбика с накидом и 1 рельефный лицевой. Так, снова 2 обычных и 1 рельефный. Все, я дальше вязать не буду. Далее по такому же принципу мы вяжем необходимое количество, нам необходимую высоту и меняем, если хотим, цвета. Вот смотрите, как получается смена нити, да, как это в полотне побольше. Если полезен был видеоурок, ставьте, пожалуйста, ваши лайки. Всем пока-пока.